Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress. И обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Автомобильный тепловентилятор. Перед вами очень интересный гаджет, способный работать и как автомобильный обогреватель для лобового стекла или салона, и как мини-вентилятор для охлаждения воздуха и рассеивания тумана или дыма. Подключается устройство к 12-вольтному порту прикуривателя, поэтому особой мощности от него ожидать не приходится, но она в данном случае и не нужна. Для этого в автомобиле есть штатный обогреватель, а того, что мы получаем на выходе, всего 150 Вт, вполне достаточно, чтобы в считанные секунды нагреть воздух в салоне и предотвратить запотевание лобового стекла. Приборчик очень миниатюрный, по размерам сопоставим с настольным калькулятором 15 на 11 см. Благодаря круглому шарниру в кронштейне устройство может вращаться на 360 градусов, что позволяет направлять воздушные потоки целенаправленно и локально. Теперь вам нет нужды долго крутить в холостую двигатель, чтобы запустить штатный обогреватель и сделать микроклимат в салоне максимально комфортным. Электрический нож предназначен для резки разнообразных полимерных материалов, используемых в качестве теплоизоляции, начиная с полистирольного пенопласта и потолочных плиток и заканчивая стекловатой или губчатыми полотнами любой плотности. Благодаря 20-сантиметровому лезвию, которое буквально за несколько секунд нагревается до 500 градусов, можно вырезать не только пазы, выемки и канавки в используемом полотне, но и детали нужной вам конфигурации, ленты, полосы, круги и так далее. Регулирование температуры нагрева в соответствии с материалом осуществляется посредством широкой клавиши на рукояти. Чем сильнее на нее нажать, тем выше будет температура. В комплекте с горячим ножом идет пара резаков, ключ для крепления лезвий, защитный кожух, вертикальная фреза и проволочная щетка для чистки резаков. Все это размещено в компактном пластиковом боксе, чтобы инструмент занимал минимум места и хранился в оптимальных условиях. Крышка на бензобак с замком. В России говорят две беды – дураки и дороги. Я бы добавил третью – воровство. От всех бед не убережешься, конечно. Однако вот эта недорогая, но довольно надежная крышка-блокиратор для топливного бака вполне способна защитить ваш автомобиль от недобрых людей. Это могут быть как типичные автомобильные воришки, у которых ума хватает только на слив бензина, так и разные злопыхатели-недоброжелатели, вандалы, которым ничего не стоит подсыпать в топливный бак сахар или чего похуже. Крышка с замком, полноповоротная, вентилируемая. Но в отличие от более дорогих моделей, в ней нет клапана для выравнивания давления в баке. На странице товара указано, что пробка предназначена для модельного ряда Toyota, однако ее типоразмер соответствует и Chevrolet, и горловинам баков нескольких других иномарок. К замку на крышке прилагается два ключа. Липкая пленка под карбон. Хотелось бы обратить внимание на эту глянцевую пленку из винило-углеродного волокна с 3D-эффектом. Благодаря хромированной основе она становится не только универсальным элементом декора для некоторых интерьерных деталей в салоне вашего авто, но и отличной защитой для мобильных телефонов, ноутбуков и других гаджетов. Такой декор еще и мультифункционален за счет светоотражающей способности, особенно по отношению к ультрафиолетовым лучам, и превосходных водоотталкивающих свойств. При этом пленка очень пластична, благодаря применению технологии коландрирования при ее производстве. Это значит, что таким полотном можно обработать практически любые поверхности – выпуклые, гофрированные, вогнутые, искривленные, комбинированные. Удалить ее можно в любое время, предварительно прогрев очищаемый участок. Парковочная табличка-фигурка. Согласно опросу, проведенному среди автомобилистов Центрального региона, одна из самых раздражающих ситуаций – это когда выходишь из дома, чтобы отправиться по делам, а сделать это не можешь. Машина заблокирована, а на вражеском транспортном средстве по закону подлости не работает сигнализация. Кому свистеть, кого искать и что вообще делать? А между тем проблема решается предельно просто. Достаточно прикрепить скотчем к приборной панели хотя бы вот такую временную парковочную табличку. В нашем случае
Воочию она выглядит как фигурка симпатичного песика, вокруг которого расположились светящиеся в темноте цифры. Каждая из них оснащена монолитным штырьком, который загоняется в специальный паз. Благодаря такой мобильности цифры можно расположить в любом порядке и сформировать свой номер телефона. Платформа, на которой сидит собачка, вращается на 360 градусов, так что ее будет легко развернуть в нужную вам сторону. При движении голова песика прикреплена к туловищу упругой пружиной, слегка покачивается. Мило, оригинально и практично. Замок педали газа против угона. Перед вами замечательный вариант противоугонного механического блокиратора любой педали управления. Гаджет выполнен в виде скобы стальной ковки с несколькими парами отверстий, в которые вставляется стержень замка. Подходит к большинству марок авто, как отечественного, так и зарубежного производства. Максимальный размер толщины педали 1,4 см, высота всей конструкции 19 см. На мой взгляд, это более чем достойная альтернатива электронным системам безопасности антиугон. Говорят, невскрываемых замков не существует, однако этот замок, похоже, близок к тому, чтобы стать исключением. После замыкания личинка поворачивается, и высверливать сердцевину просто нет смысла. Перепиливать затворную шпильку крайне неудобно, получится только с болгаркой, но так шуметь ни один вор не рискнет. Зонд для автомобилиста. Первое, чем привлек внимание этот зонд, это отличие от обычных зонтов в плане более высокого уровня качества. И прежде всего качество материала, который не только абсолютно непромокаем, но и остается совершенно сухим с внутренней стороны. В диаметре зонд довольно велик и плюс к этому оснащен 8 или 10 ребрами жесткости, которые сочетают в себе композиции из твердых и мягких материалов. В основном карбона, АБС пластика и металла. Металлические детали качественно окрашены, что само по себе означает надежное предотвращение коррозии. Пластиковые детали достаточно пластичны, чтобы обеспечивать необходимую гибкость при сильных порывах ветра. Зонд идет в комплекте с защитным чехлом, благодаря которому аксессуар будет лучше храниться и займет минимум места. Аварийное тепловое одеяло для выживания. Такие одеяла из полупрозрачной фольги обычно используются службами спасения при чрезвычайных ситуациях. И это понятно, полотно способно отразить до 90% излучаемого человеческим организмом тепла. Размеров одеяла 210 на 130 см достаточно, чтобы укрыть даже 2 человек. А предельно малый вес делает этот аксессуар особенно привлекательным для любителей путешествовать с семьей и поклонников пешего туризма, поскольку не вызывает абсолютно никаких сложностей при транспортировке и не займет лишнего места в рюкзаке. Отлично подойдет как для любителей активного отдыха, так и для автомобилистов, нередко оказывающихся в экстраординарных ситуациях. Одеяло воздухонепроницаемо, так что вполне пригодится и при сильном ветре. И что нужно иметь в виду, аксессуар весьма устойчив к проникновению радиосигналов, что может вызвать трудности при пользовании мобильной связью или интернетом. Катушка для шлангов высокого давления. Понятно, что быстро смотать и размотать шланг можно с помощью специальной катушки. В нашем случае такая катушка оснащена прочным, но легким металлическим каркасом, который повышает ее эксплуатационные характеристики. В такой бобине очень удобно хранить шланг, если вы часто им пользуетесь. При этом элементы подачи воды находятся с противоположной стороны от ручки намотки шланга. Разумная конструкция. Кроме того, катушка оснащена специальным переходником под быстросъем. С внутренней стороны наматываемый шланг подсоединяется к переходнику при помощи резьбового соединения. Аксессуар удобен тем, что помогает предотвратить основную болезнь шлангов – скручивание и перехлесты. Спецодежда, фартук, сумка. Автомобилисту же он интересен своей полезностью и удобством для компактного хранения подручных инструментов, особенно когда занимаешься ремонтом. Каждый инструмент можно положить в отдельный карман, которых на фартуке целых 9 штук, не считая 4 узких по бокам. Материал изготовления таких фартуков, как правило, не горюч, очень плотен и отличается превосходной устойчивостью к механическим и химическим повреждениям. Более того, аксессуар способен защитить ваши уязвимые органы как от колюще-режущих предметов, так и от искр и металлической стружки. Что касается распределения инструментов, то для них предусмотрено 5 больших карманов, 3 снизу и 2 по краям, и 4 узких кармашка по центру. Они достаточно глубоки, чтобы хранить там отвертки и другой стержневой инструмент.
Высокопрочный буксировочный ремень предназначен для установки на переднем или заднем бампере автомобиля в специально отведенное для этого место и рассчитан на нагрузку до 4,5 тонн. Представляет собой стальной монтажный кронштейн с прочным ремнем из полиэстера, концы которого надежно скреплены между собой крепкими капроновыми нитками. Установить изделие на автомобиль несложно, так как крепится он с помощью обычного болта и гайки. Также буксировочную петлю можно использовать в качестве украшения на бампер, и для этого на страничке заказа представлены различные расцветки ремней с фирменной надписью. Продается данный товар за 360 рублей. Тайник-прикуриватель – это маленький металлический контейнер для хранения лекарств или необычных ценных вещей. Изготовлен из цинкового сплава и пластика. Внешне секретка не отличается от прикуривателя. Она идеально подойдет для хранения различных украшений или драгоценностей, если вы оказались где-нибудь на отдыхе за городом. Также стоит отметить качественное исполнение изделия и безопасность в использовании. Данный товар продается за 45 рублей в двух цветах – черном и серебристом. Такой мини-тайник станет отличным подарком для друга, а также пригодится для себя в поездках. Еще на AliExpress продаются специальные стикеры для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля в местах крепления дверных ручек. Комплект состоит из 4 стикеров, которые крепятся к чистой обезжиренной поверхности двери под дверные ручки. Данная пленка предотвращает появление потертостей и царапин на поверхности дверей возле ручек, где постоянно происходит взаимодействие с дверью в период эксплуатации автомобиля. Продается данный товар недорого и бесплатно доставляется в Россию. Автомобильный ТВ-приемник предназначен для приема сигнала стандарта DVB-T2. Этот стандарт второго поколения для цифрового телевидения, который используется в России, Украине, Белоруссии и других странах. Данный ТВ-тюнер обеспечивает устойчивый прием сигнала даже при скорости автомобиля в 160-180 км в час. Кроме антенного входа, ТВ-тюнер имеет HDMI и USB разъем для подключения различных устройств. Также в комплекте с приемником поставляется дистанционный пульт управления, медная антенна и комплект проводов. Стоит данный товар на AliExpress почти 4000 рублей. Чехол из полиэстера предназначен для защиты тыльной части спинок сидений автомобиля. Окантовка из ткани и удобное крепление с крючками-липучками надежно зафиксирует изделие на спинке сидения. Чехол отлично защищает заднюю поверхность спинки от грязи. Больше не нужно опасаться, что дети запачкают спинку ногами, напитком или мороженым. Чехол универсален и подходит к большинству автомобилей. Материал изделия легко очищается от загрязнения. Для этого достаточно потереть его влажной салфеткой или тряпкой. Стоит одна такая накидка 79 рублей. Светоотражающая наклейка заблаговременно предупредит других участников дорожного движения о возможном столкновении. Имеет гибкую основу из пластика и способна отразить свет, который будет заметен на расстоянии до 300 метров. Наклейка может быть установлена на заднем бампере или дверях автомобиля, так чтобы едущий автомобиль сзади был предупрежден, что дверь открыта. В комплект поставки входят 4 наклейки, которые продаются за 110 рублей. При оформлении заказа можно выбрать цвет наклейки из 4 вариантов. Насадка на руль, которую в народе часто называют лентяйкой, помогает водителю при активном маневрировании с постоянным прокручиванием руля из стороны в сторону. Насадка пригодится и людям с ограниченными возможностями, так как дает возможность управлять автомобилем одной рукой. Рабочая поверхность девайса имеет шаровидную форму и крепится к рулевому колесу специальным хомутом. Все необходимые крепежи и шестигранный ключ входят в комплект поставки. Место установки на руль каждый водитель подбирает индивидуально. Продается насадка за 320 рублей. Инструмент для удаления камней, попавших в покрышку, похож на обычную отвертку с длинным стержнем из нержавеющей стали. На стержне закреплена специальная головка с небольшими крючками, развернутыми в разные стороны. Головка изготовлена из прочного цинкового сплава. Антискользящая ручка инструмента выполнена из пластика и очень удобна. С помощью такого инструмента очень удобно удалять попавшие в протектор камни. Разный размер и расположение крючков позволяет быстро доставать даже мелкие камни. На AliExpress данный инструмент продается за 300 рублей.
Крючки-держатели на подголовник изготовлены из пластика и позволяют пассажирам задних сидений разместить перед собой смартфон, повесить рюкзак или сумку. Крючки просто одеваются на стойки подголовника и фиксируются с помощью предусмотренных уплотнителей. Верхняя часть крючка поворачивается, что позволяет создать дополнительный стопор для надежного крепления на подголовник. Гибкая конструкция держателя дает возможность установить в нем смартфон шириной до 100 мм или сложить в форме обычного крючка. Стоит данный товар на AliExpress 240 рублей. Декоративная заглушка предназначена для скрытия крепежных болтов. Она придаст прикрученным деталям аккуратный вид. Заглушка изготовлена из АБС пластика, который не токсичен и термостоек. Товар продается за 60 рублей набором из 12 накладок черного цвета, диаметром 20 мм. Заглушку очень просто установить и самостоятельно. Для этого нужно место установки очистить от грязи, снять защитную пленку с липучки и установить изделие в нужное место. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи.